Все так. Добрый день. Сегодня будем разговаривать снова с нашим бывшим заключенным. Тема беседы сегодня будет пытки. Итак, давайте приступим о пытках. Ну что вам рассказать, пытки в тюрьмах бывают очень-очень разнообразные, мусора всяко пытаются человека запытать, но в основном они направлены не на физическую боль, не на физическое устранение, а на то, чтобы сломать психически, задеть честь, достоинство осужденных. Морально подавить. Морально подавить, да. Бывает и физически, конечно. Но вот недавно в Красноярской колонии ИК-9 там тоже одного зэка запытали. Что там конкретно-то было? В Красноярске? Да. Там его, по-моему, изнасиловали. И Это не там, где его гусиновец? Да, гусиновец пытал. Бывает такое, что в каких-то колониях могут просто посадить на колени, козлы посадят, мусорам скажут, ломайте этого человека конкретно, все, козлы садят на колени, другой стоит ему дрочит и прямо на лицо направляет и говорит, если ты сейчас там не возьмешь, например, тряпку и не начнешь туалет драить, то мы тебе на лицо кончим или в рот выебем, или еще что-нибудь. Ну, короче, все что угодно может быть. А после этого человек уже опущенный и жизнь у него, можно сказать, сломана. И все, и он до конца срока только и будет, что делать туалет и мыть. И тут вот выбираешь, либо их драить сейчас, либо драить до конца срока. Ну, там все что угодно может быть. Например, в Омской колонии в одной, как-то в интернете видел видео, там один бывший осужденный тоже рассказывает, как он проходил колонию, там у них подъем был в колонию такой, что надо, вот тарелка стоит, в ней лежит гречка, и одной ложкой едят, например, вот приехал в карантин 20 человек, ну этап приехал, и их всех надо загнать на карантин, и каждый по ложке этой гречки хавает. Там пидорасы хавают, мужики, все из одной тарелки, одной ложкой. Все без разбора. Да, это чтобы все уравниловка была такая, чтобы никто потом не сказал, типа, я блатной, там вся хуйня, ну вот это специально такая уравниловка идет у них, они специально так ломают. Один отказался, и его избили просто, и в задницу ему несколько ложек гречки затолкали, блин. Ну вот этот беспредел мусорской, блин, это процветает на некоторых колониях. Например, еще расскажу вам, что в Башкирии тоже такие колонии есть. Там даже просто человек приезжает, его спрашивают национальность, он говорит, вот чеченец. И все, то, что он чеченец, ему без разбора запихивают шланг в зад и включают воду, промывают. И они таким образом вообще просто ломали чисто из-за национальности людей. Башкиры же сами мусульмане. Ну там в Башкирии, короче, такая фигня, что зоны конкретно мусорские. Красные зоны. Красные зоны, да, режимные лагеря, и там специально они, говорят, что они под контролем Путина. Но под контролем Путина так-то все лагеря. А вот там конкретно направлено на борьбу с экстремизмом, с терроризмом и вот с прочими проявлениями против государственной власти таких структур. Не структур даже, просто по религиозным каким-то особенностям. У нас сейчас в стране идет очень сильная борьба с мусульманством, и вот они тоже вот на это направлены. Сейчас я не знаю, происходит это в этой Башкирии или нет, но лет 5-6 назад это происходило стопудово, я вам говорю. Кто борется с мусульманами в колониях? В основном администрация. Администрация это все пытается подавить, они как бы в некоторых лагерях они идут на уступки, но в основном у них свои крысы есть, которые втираются в доверие к мусульманам и информацию на них сливают. Вот, например, в какой-нибудь колонии у мусульман, там телефоны же есть, это всем известно. Вот просто один возьмет телефон и там по религиозным каким-то моментам посмотрит они видео, допустим, 5 человек посмотрели, один из них вхуярил, что вот этот вот показал видео. И тот человек, который показал видео, вот это религиозное, он просто получит лет
7-8 сроку добавки. Распространитель. Да, распространитель идеи, это экстремизма, и все ему, и припишут ему все, что угодно, хотя там, допустим, в ролике вообще не было ничего экстремистского. И такое в нашей стране происходит, и в наших колониях, и, допустим, еще бывает такое, что вот, например, недавно еще в Пермском крае, в Соликамской колонии номер 9, был случай, есть в интернете видео, все это есть. Сейчас ее трясут, эту колонию номер 9 конкретно, но дальнейшие там ситуации вообще происходят просто ужасающие. Там, например, одного пацана просто ему хуем в лицо потыкали козлы. Двое, и третий снимал на видео. Да, вот это было. И потом побили его немного, и все, там начался бунт, там все моменты, и приехали проверки. Потом в этой колонии один вскрылся, другой повесился, и там один умер, второй в санчасти в тяжелом состоянии. Потом еще недавно случай был, это все в течение месяца вот это все происходит в этой колонии, и там такие вещи страшные творятся, просто вообще не вообразить. Там один другого порезал, он, которого порезал, пришел, сказал, типа, так и так меня порезали. Сотрудник этой колонии сказал, да, это несчастный случай, и все, и, короче, отказался принимать заявление, и все, и там сейчас разбор идет. Упал на ножик несколько раз. Да. Спиной. А еще уточнил, то, что совершилось надругательство, как описывает человек, что над заключенным двое козлов издевались, один держал другой, половыми органами вводил ему по лицу и рту. Это было все по указанию начальства колонии. То есть, по указанию администрации колонии нужно было опустить именно этого человека, не знаю за что, по каким причинам это все делалось, но это все исходило, инициатива от администрации колонии ИК-9. Короче, там сейчас идет разбор конкретный, и полетят головы сотрудников колонии, и их там всех сгреют. Может, начальство, скорее всего, сменят. У нас в России разве возможно такое, что в исправительных колониях даже начальство могут как-то убрать с места? Могут даже и посадить, если там конкретные нарушения есть, очень серьезные, то могут и закрыть. Но это бывает, периодически бывает. В основном они стараются все умять, а если это вышло за пределы колонии, вот тогда уже им трудно что-то умять, что-то уладить. Если еще привлекается внимание общественность, пресса и так далее, то все, им не везет. Организация по правам человека. Да, а если тем более еще европейские суды начинают это все шерстить, то просто все. Оттас, как говорится. Какие еще пытки на допросах бывают в наших российских тюрьмах? На допросах вообще как в гестапо может быть. Там самые изощренные методы могут иголки под ногти засунуть, током бить, на половые органы электричество кидают, потом водой могут облить. Вот, я даже случай знаю, что люди сидят в изоляторе, в карцере или еще где-нибудь, им не дают одежду теплую. Я сидел, вот тоже мне не давали теплую одежду, я в 30-градусный мороз в камере, одна батарея, на улице 30 градусов, в камере такая маленькая батарея, она залита бетоном, и ты просто в одной футболке и в робе, и все, а эта роба нифига не греет. Она там сделана из какого-то там полиэтилена, или из стекла, хрен поймешь, что. Короче, она какая-то пластмассовая, она горит, капает. И этот... Представляете, что там тепла вообще ноль. И эта батарея, она еле греет, тем более она под слоем цемента там каким-то. И... Каменные стены, каменные полы, нет никакого вообще утепления. Полы-то, кстати, они деревянные в изоляторе. Но в некоторых не исключено. Я не встречал, конечно, что они были бетонные, но я не исключаю, что такое может быть, что они бетонные. Кровати там нету, она убирается, и сидишь ты в одних носках, там даже иногда шерстяные носки не пускают. Еще отовсюду дует, там везде эти щели, там кругом вообще это. В натуре пытка холодом, некоторые возвращаются. Вот у меня, например, начали зубы крошиться от этих холодов.
спина болеть, и там еще прочие такие суставы там ныть иногда начинают в холода. Это просто из-за того, что посидел в изоляторе, там, допустим. Ну, у меня он не один был изолятор, было несколько, но это называется пытка холодом. Какова цель этих пыток в твоем случае? Сломать морально, например, я вот отказывался от хозработы, они меня заставляли вот эти, или еще какие-то там, например, за какие-то движухи они меня закрывали в изолятор. Ну, чтобы я эти движухи больше не делал, это все наказание, что я попался за эти движухи, но все равно я продолжал все это двигаться, потому что тюрьма живет на подвижных людях, на тех, которые что-то делают в лагере, в СИЗО или еще где бы ни находился. Лучше быть на движухе. Ну, скорее всего, можно назвать не пытками, а наказаниями за какие-то проступки. Все равно меня... А пытки, которые вели бы к допросу, к выбиванию каких-то показаний, каких-то данных. Ну, могут просто... Это пытки, это все равно, можно сказать, пытка холодом. Тебя все равно пытаются сломать то, что... Чтоб ты бросил свои эти дела, движухи. На допросах, например, вот еще могут, например, в камеру закрыли, холодной водой облили и все. И в такой камере, в таких условиях, еще где отовсюду все дует, можно выйти просто с воспалением легких. Как правило, еще людей на допросах любят раздевать, так как это одежда воспринимается как защита. Защита какой-то барьерчик от внешнего воздействия, физического, морального. Голый человек, раздетый ногой перед одетым допрашиваемым, допросчиком, он чувствует себя маленько неловко и тем самым маленечко подавленно себя ощущает и выдает все свои слабые моменты какие-то и, возможно, даже что-то вызвать удается таким способом. Ну, раздетый человек, он более деморализованный, и этот, как его... И, ну, если еще холодно, то дрожишь там весь, они же угорают, им же пофиг. Они еще могут, ну, чаще всего они еще угрожают, например, облить мочой или еще что-нибудь, или какого-нибудь гомосека завести, чтобы он тебя прям при них это отодрал. Или еще, ну, короче, в основном половым насилием они угрожают, что вот, или еще что-то, или еще что-то. Я, например, вот тоже в изоляторах, когда сидел, не то что в изоляторах, я вообще не ел из клешованной посуды. Клешованная посуда, это, которая, например, в СИЗО. Посуда железная ходит вот по всему централу, по всему СИЗО. И неизвестно, кто из нее ел. Да, неизвестно, кто из нее ел, и вот ее загоняют в хату. И кто-то берет эту баланду, ест, кто-то не ест. Я вот не ел. Я не хочу сказать, что я такой герой или еще что-то. Нет, я не вижу ничего геройского. Но я не ел из этой посуды, я ел своей какой-то там, ну, я не знаю, за эту посуду кто там из нее ел или еще что-то. Но они меня пытались сломать и заставить есть из этой посуды. И когда я сидел в СИЗО, они мне не разрешали в мою посуду набирать еду. Своеобразная пытка голодом еще. Да. Я вот бывало, что по несколько дней не ел. Иногда, когда я сидел в изоляторе, я ел только хлеб и все, и чай пил. А тут как-то меня закрыли на несколько суток и сказали, ты не будешь. Мы не разрешим тебе эту еду брать в свою посуду. Я сказал, ну что, я не буду тогда брать ни хлеб, ничего, ни чай. И сидел я несколько дней без еды, без воды, и, знаете, голод вообще был страшный просто, я не знал, доживу ли я до конца этого изолятора, но они мне через половину изолятора уже сломались сами, сказали, поднимайся в хату и все. Им не выгодно, чтобы ты умер, чтобы не было разбираться, почему человек у вас умирает от голода, вы его не кормили или что. Это тоже... Тем более я был под следствием, я был не осужденный, а там бы просто их брякнули. То есть человек, даже если не доказана его вина, находится под следствием, и еще не доказано, что он виновник, он преступник или нет, и человек умирает прямо на СИЗО. И все, и они сразу все думают, нафиг надо с ним это возиться, и все, и это надо вот
стойкость какую-то иметь, надо перед собой просто цель поставить и уже держаться ее до конца. Ну, пытка обычно еще бывает удерживание человека, просто человеку говорят, ну, давай, сознайся уже, расскажи все и пойдешь спокойно домой. Или мы тебя тут держим сутки, двое, трое, сколько там они могут еще удерживать по разным вопросам, разные сроки удержания. И начинается это. Можете прийти даже просто как свидетель, а уйти в качестве подозреваемого. Если вообще уйдете. Да, если вообще вам дадут уйти возможность в этот день. Могут просто закрыть и там уже... А там человек уже ради того, чтобы уйти домой, так подпишет все, что угодно. Но это малограмотные люди, слабовольные чаще всего. Еще в советское время была такая пытка. Заставляли подписывать какие-нибудь признания, что явки, которых ты даже не совершал преступления, но они и сейчас заставляют, но в советское время, там, например, заставляли подписывать, не подписывал, они тебе молотком руку всю разбивали, пока ты не подпишешь. А если обе руки разбиты, чем подписать кровью? Ну, пофиг, все равно. Если не хочешь терпеть боль, дальше как-нибудь найдешь себе силы расписаться. Но ты понимаешь, что тебе добавят срок, или кто-то ломался, кто-то нет. Я знаю одного человека, ему резиновым молотком разбивали руки, чтобы он взял на себя убийство целой семьи. Это какие годы? Это 2009 где-то год, вот так вот. То есть уже наше время? Да, полгода где-то пытали его на СИЗО, заставляли на себя взять дело, он не подписал ничего, но ему все равно дали пожизненное, потом он написал какие-то бумаги, и, короче, его заменили на 25 лет. 25 лет в наших колониях это соотносительно, что пожизненно. Там еще неизвестно, кто тебя дождется на воле, кто не дождется. Доживет ли он еще эти 25 лет в наших условиях? Да, еще если он попадет на какую-нибудь режимную колонию, то это вообще просто ужас. А если он не на одной колонии, там прокатит на одной нормально, на третьей жопа, на четвертой нормально. Еще есть в какой-то колонии, я не помню точно в какой, такая у мусоров фигня, что заставляют, вот стоит статуя деревянного петуха, и у него там болт такой большой деревянный. И всех зэков заставляют проходящих мимо него целовать этот болт его, и вот такая фигня. И кто отказывается, их просто там издеваются над ними, жестко могут. На одной и той же колонии, я знаю, был такой случай. Ну, такая хрень, короче, была, что людей подвешивали за одну руку на наручники на локалку. Локалка — это по тюремному забор железный, решетчатый. И вот на этот забор подвешивали, они даже с земли ногами не касались, и вот висели на этом заборе по несколько часов. На одной руке представляете, что там может быть? Некроз тканей, просто кисть отмирает. Под своим весом, тем более там на наручниках они еще режут руки вот так. А если какие-нибудь мусора изверги, блин, еще и затянуты, как хрен знает что, блин, там вообще просто жесть, я не знаю, как это все пережить даже. Такая фигня была, да. И такое у нас бывает в колонии. Вообще просто, я вам скажу. Причем пытки могут продолжаться 24 часа в сутки. Еще, знаете, есть такая у них, я скажу, вообще скотская манера у мусоров. Вот они любят часто давить тем, что они закроют твоих родственников, что они будут им какое-нибудь дело повесят или еще что-нибудь. Ну вот этим они начинают, вот постоянно вот они этим давят. А вот лидеров всех различных группировок и участников различных группировок как заставляли даже брать на себя какие-то дела, осознаваться в каких-то делах. Они просто привозили их родителей, при них связанных избивали, и те уже, видя все это, сознавались в каких-то делах, в убийствах, там, еще в рэкете, еще в каких-то там делах. Это были 90-е, сейчас я не знаю, делают так или нет. Я не исключаю, что они могут так сделать. Особенно если
человек, если пойман за какое-нибудь создание какой-нибудь террористической организации, ну, в легкую они так сделают. Потому что у нас вообще с любыми проявлениями экстремизма очень жестко борются. Причем экстремисты могут признать, или преступником даже могут признать абсолютно любого человека. Я вот тоже сколько там был, находясь в колонии, много видел людей, которые просто заехали за лайки, например, каких-нибудь ИК там или еще кого-нибудь, они вот просто за лайк получили 5-6. Репостить такие записи репостить не рекомендую, и все-таки запрещено. То есть организации нету, так же как нету нацистской Германии нету сейчас, но репостить изображения свастонов и всей нацистской символики запрещено на территории многих-многих стран, в том числе и Российской Федерации. И, например, в Молдавии, по-моему, да, запрещена светская символика. То есть традиции символики государств, которых уже нету даже, и режимов, в которых нету, запрещено. И не советуем никому этого делать, так как... Ну, у нас в стране даже за имперский флаг могут признать экстремистом. Хотя Российская империя не несла в себе никаких таких. Ладно, не будем. Одно видео тоже смотрел в интернете, там один заключенный рассказывал, как его пытали, они их подвесили к потолку, несколько человек голых. В холод, они на одной руке на наручниках висели, чтобы как-то согреться, они еще друг к другу прижались. Ну, понимаете, что? И они вот на цыпочках еле-еле пола доставали, и так вот они всю ночь провисели, и их еще при этом били дубинками, и вот этому парню сломали позвоночник. И все, он сейчас лежит в больнице, и не знаю сейчас его дальнейшую судьбу, но жизнь они ему покалечили основательно. В приговоре же прописывается как? Столько-то лет колонии общего строгого режима или особого. Там не прописывается пытки, еще что-то там, унижение, а все это присутствует. А так, по идее, по закону, они просто должны тебя ограничить от свободы, и все. Ну, и дальше, согласно правилам внутреннего распорядка, носить гражданскую одежду, например, или еще что-нибудь. Например, во многих колониях запрещено носить гражданскую одежду, а спортивные костюмы, так-то они положены, но только на спортивные мероприятия. Например, футбол погонять, сходить или спортом позаниматься в локалке, и все. Бокс, боулинг, бильярд, бассейн. В некоторых колониях, кстати, я в одной колонии был, там был бассейн, наливался, но он наливался только для актива. Для активистов, ну это козлы те же самые. Они там плавали, нормально все им было. А в одной колонии, я знаю, есть секция бокса, и там зэки иногда это спаррингуются и устраивают эти соревнования колонии. И тоже там нормально. Спортивные колонии бывают такие, где прямо спортсмены. Ну, администрации, как правило, приветствуются занятия спортом, и периодически проходят какие-то соревнования, и некоторые люди получают поощрения, грамоты и еще какие-то там призы, торт, например, или еще что-нибудь. Вот такое даже есть. То есть пытки у нас разнообразные в наших колониях, и по сей день они присутствуют. Бывали ли случаи, когда человека до смерти запытывали? Бывали. Я даже знаю один случай, когда человек один, ну он конкретно ехал на отрицалове, ну то есть отрицал все эти моменты мусорские, и ему просто сидел он в камере один, ну то, что он отрицал, его, это образ жизни его сидеть, страдать в этих бурах, сусах, еще так далее. И вот он сидел в буре в одной камере, в одиночке. И мусора специально к нему водили пидорасов, чтобы они приносили баланду. Ну, естественно, ты у петуха не возьмешь есть. И так он заморил себя голодом и умер.
Это тоже своего рода пытка. А он не мог, что ли, сам подойти и взять еду? Ну, он прикатил бачок, открывает, все в кормушку просовывает. И, понятно. И все, и там уже не возьмешь. Ну, вот у человека было столько гордости, и он не сломался. Ну, умер. Еще есть. Там много всяких пыток, когда до смерти люди же не железные, они все равно имеют где-то грань. А грань этого, человек, который пытает, у него же нету этого. Не знают меры пыток. Да, он же не знает меры пыток. Он не может себя вовремя остановить. Тем более, если он садист по жизни. А чаще всего люди, которые занимаются пытками, они садисты. Вот именно. И он... Это их призвание, можно сказать. Он просто кайфует от того, что ты страдаешь, и все. И он хочет тебя сломать, у него все это. И он ночью спит и видит, как он тебя ломает, и все. Вот. Даже, например, дома он спит с женой, и он думает, блин, как бы его сломать. Вот такие они люди. Кто вот занимается этими пытками, они ни о чем другом может, даже не думают. Но чаще всего они любят на начальных этапах запугивать просто людей, рассказывать, что в дальнейшем может ожидать человека, который не идет на контакт и не сотрудничает со следствием, не рассказывает, не раскалывается, не рассказывает им какие-то тайны. Они просто сначала запугивают, потом уже переходят к физическим действиям. Кстати, забыл упомянуть такой момент. Есть еще такие, так сказать, мини-заведения в тюрьмах, в колониях или еще где-то. Это, ну, в СИЗО, например, это пресс-хата. Вот, если там, например, отказываешься признать какие-то свою вину или еще что-то, тебя закрывают просто в пресс-хату, и там сидит, допустим, 15 здоровых пацанов, которые всю жизнь на спорте, они вот эти все зэки. Они же работают на УДО, так сказать, которого они даже срок еще не получили, они уже на администрацию начинают работать. Закрывают туда, и там уже не знаю как, кто выкручивается, но можно просто вскрыться и выехать на больничку, и там уже оттуда как-то отшуметься до людей, до воли, до прессы, еще до кого-то. До людей, я имею в виду, до братвы, до тюремной, чтобы они какие-то меры предприняли, бунты или еще что-нибудь. Есть же этот, как его. А там вот в пресс-хатах они, ну просто 15 человек, они даже могут тебя не бить, они просто морально тебя давить будут. Говорят, что ты сюда пришел, что ты тут делаешь, тут так не делай, это так не делай. Ну, начнут там чморить всякое, там, это, полы подметай, готовь нам еще всякую херню. Ну, не обязательно, что они будут бить, но, скорее всего, они будут еще и бить. Если что-то не будешь делать, как они говорят, они могут изнасиловать или еще что-нибудь сделать. Там вообще все, что угодно можно от них ожидать. Вы же не знаете, кто это, из-за чего они сидят. И что их толкнуло-то на сотрудничество с администрацией. Может, это какие-нибудь педофилы собрались и маньяки, которые еще до кучи здоровые, а чтобы их в нормальных хатах не держали, где их, естественно, начнут чморить и так далее, ну, что они, естественно, и заслуживают. Они мусорам говорят, типа, закройте нас в эту хату, мы будем вам помогать, мусора. Ну, мусора им сами скажут, либо вы в хате будете делать, мы к вам будем приводить, а вы из них явки выбивать, либо поедешь в нормальную, обычную людскую хату, где тебя зачморят, запетушат и так далее. И они боятся этой херни и идут на соглашение с мусорами, да, и они начинают там обычных зэков ломать. В пресс-хате между собой у них бывает резня какая-нибудь, все равно эти люди находятся в замкнутом пространстве, все примерно за одни проступки сидят. Бывает, конечно, в любой хате бывает грязня. Даже если сидят двое человек, и они абсолютно спокойные, кто-то кого-то через месяц-два начнет раздражать. Это неизбежно, но все равно. Я знаю, что были такие сучьи войны, это когда одни воры пошли воевать, а другие не шли воевать в штрафбаты. А потом те, которые вернулись воевать с войны, они начали требовать, чтобы их уважали как воров, а им говорили, да что ты там мне мажешь, ты
какой вор ты погоны одевал и так далее и тому подобное. И вот тогда начались сучьи войны. После погоны даже военные? Даже военные, даже форму военную нельзя вору одевать. Это вору? Да. А если заключенный военный, как к нему? Нет, это как бы ничего такого в этом нет, и к нему будет отношение как ко всем остальным. Но если раньше было такое, что если он служил в этих внутренних войсках, ну это да. А даже по срочной службе, то внутренние войска это полиция, можно даже сказать. Да, МВД, да, вот которые охраняют стадионы, рок-концерты и так далее и тому подобное. Ну вот, а их этот к ним относились одно время очень плохо, но сейчас как-то на это тоже глаза закрывают. Так, еще что могу вам про пытки рассказать? Ну, лет 10 назад, может даже побольше, была такая пытка, что в изоляторе кормили, как говорится, день летный, день пролетный. Это один день кормят, другой день не кормят. И потом это какая-то там конвенция признала пыткой голодом, и эту фигню запретили. То есть любые пытки запрещать должны, по сути? Да, их запрещают, но все равно мало кто... Короче, везде стараются их, эти пытки, применять при любом удобном случае. То есть камеры в отделениях, это в кабинетах никак не поставят? Да нет, конечно, у них. Если в колонии начальник, он может эти записи удалить, и он скажет. Это же все от него зависит. Вывести камеру из строя. Да, или еще что-нибудь там. Короче, нужные записи не вовремя могут не оказаться у нужных людей. И все. Еще что могу вам про пытки-то рассказать. На одной колонии была такая пытка. Ну, просто вот сидят люди в изоляторе. И дают им картошку с капустой в масле. Прям жирные такие. Вот они налетают на эту капусту в обед. Дробят ее. Когда они ее сдробят, через минут 30 после обеда залетают мусора с дубинками и начинают бить в живот. И человек, просто из него все это выходит, считайте, все скользкое, жир и весь это... Слабит. Да. Кишечник. Усиливает перистальтику кишечного тракта. И все, и человек просто весь в дерьме стоит, и унижен, и так далее, и избит еще до кучи. Любой себя некомфортно почувствует, и они еще это все на видео снимут, поугарают над этим всем. Развлечения у них своеобразные такие. А еще люди, которые там сидят на голодовке, например, им под двери железные поставят какой-нибудь котел с едой, чтобы он пах запахами этого всего. Запах еды усиливал рефлексы. Я вот видел, когда мы сидели тоже на голодовке в хате одной, что там один пацан просто с ума сходил, он готов был в жопу дать, баланды получить, пайку. Мы его еле-еле тормозили вообще. Он нам говорил, я уже не могу, блин, я возьму. И мы говорим, да тормози ты, блин. Ну, вот так вот. А почему нельзя такого баланду взять ему? Мы всей хаты держали. Мы все договорились, что наши интересы отстоять и... Ну да, есть такие акты протестов в виде голодовки. Чаще всего либо вскрываются все дружно по команде. Либо на голодовке, если голодовка не помогает, скрываются. Скрываются, да. И еще я вот знаю... Кто-то умирает после этих вскрытий, кто-то доживает до лазарета, там, госпиталя. Ну, стараются сильно-то не резаться. Кто-то с фанатизмом подходит, все по шее иногда херачат. Жирных мышц, наверняка. Тоже как-то знаю случай один. Как разморозили это в смысле. Сломали режим на одной колонии. Там, под крышей, это Бурсус, ЕПКТ, вот эти вот все такие места. Пацаны замутили голодовку и отписали журналистам, этим правозащитникам и так далее, всем остальным.
отписали, чтобы они приехали в такой-то день, вот мы сидим на голодовке, все. Когда они приехали, они еще до кучи вскрылись. Еще все подожгли. То есть умереть парни хотели больше, чем протестовать-то? Нет. Они это сделали для того, чтобы и журналисты, и правозащитники, и адвокаты, и прокуроры все увидели, что тут просто, грубо говоря, пиздец. Считайте, пожар, все на голодовке и еще все перерезанные в крови. Но они могли просто не дожить, я говорю, они как самоубийство больше хотели покончить, чем... Не сильно же режут. Но все равно, истекать кровью, голодные, так обессиленно. А тут еще угарный газ идет в виде дыма. Вот, и, короче, потом мусора им сломались нафиг, все, короче, и все им начали... Ну, короче, они своего добились, эти пацаны, и все у них стало шикардос, короче. До сумасшествия доводили ли такие пытки и содержание людей? Я видел много людей, кто с ума сходил. И еще знаете, что бывает? Бывает такое, что человек неугодный, его просто бьют очень много и колят различными препаратами. Например, что там есть? Галоперидол, аминозин, вот это всякая хренотень. Транквилизатор. Ну, аминозин — это транквилизатор. Да, и вот этой всякой байдой колят. И человек сходит с ума, и потом до конца срока он вообще невменяемый, сумасшедший, он даже не отдает себе отчет, что он делает. А их разве не переводят таких уже в психиатрическую лечебницу? Нет, он же заехал вменяемый, а не может же быть. Ну, вменяемым заехал, но с течением жизни человека может это переводить. Нифига. Так и высиживают. Потом спросят с нее за эту фигню. Не, ну человек может сам по себе сойти с ума. И в нормальных условиях. Их, как правило, администрации появятся вопросы, почему он сошел с ума, и до конца срока он будет вменяемый. Ну, у нас людей много кто с ума сходит и никого не спрашивает, почему человек тот или иной сошел с ума. Даже в нормальных обычных условиях ходит человек на работу, Нет, у него семья. Смотрите, если вот это произошло на воле, то хрен бы с ним, его признают невменяемым. А если он, допустим, вот я начальник колонии, и у меня там 2 человека сошли с ума, мне зададут вопросы, почему они сошли с ума. Он же раньше нормальный был, мы вам его нормальным дали. И если я подпишу, что он невменяемый, то я, значит, на себя беру ответственность того, что он стал невменяемым. А никто на себя эту ответственность брать не хочет, и поэтому ему, естественно, нужна будет какая-то помощь, и еще что-то. А если еще всплывет, что он по моей вине стал таким невменяемым, то слетят погоны, например, и так далее, и тому подобное. У нас многие врачи даже не могут дать ответа, почему люди сходят с ума в нормальной жизни. А тут спрашивают человека колонии, который далек от медицины и психиатрии. Не, это произошло на его территории и так далее, и тому подобное. У нас бы так с врачей спрашивали, у которых на их территориальных участках люди с ума сходят, и почему у вас... Ну, просто это еще предостерегает их от лишних вопросов и так далее, и всякой херни. И вот, этот человек, он невменяемый может просто подойти из мусорки, окурок взять, курить там, еще что, до такого их доводят. Говна поесть по стенам. Да, вот такое. Головые массы размазывать везде и всюду. Ну, вы, наверное, смотрите фильм Бронсон, там примерно такой же. Психиатрия — это отдельный уже разговор. Там люди чего попало творят. А вот нефиг делать, заедешь нормально, выйдешь дураком даже его без этих всяких вмешательств, потому что там кретинов хватает, я вам скажу. И вы на фоне них вы себя вообще не будете комфортно чувствовать. Постарайтесь ограничить это общение с такими людьми, которые там просто бараны ходят, с ними очень тяжело общаться. Ну да, еще пытки. Какие еще пытки бывают? Еще просто подсаживают каким-нибудь неадекватным людям. Еще хотят просто добиться того, чтобы вы раскололись, а если вы не куритесь, вам говорят, ну давай расскажи, мы тебя поселим с нормальными людьми. Это своеобразная пресс-хата. Еще знаете, что там творится? Когда, например, очень ограниченное пространство, и на этом очень ограниченном пространстве живет очень много народу. И ваше личное пространство, оно постоянно нарушается. Это у вас вызывает нервоз. На каждого человека по санитарным нормам, по всем этим нормам положено 4 квадратных метра, не считая общественных мест, туалет и кухня, умывальник еще. Это вообще
в расчет не входит, а вот Шканай стоит, вокруг него еще 2 квадратных метра вашей территории. А раз он Шканай двухъярусный, то 4 квадратных метра еще, допустим, даже не 4, 6, Шканай, допустим, 2 квадратных метра занимает, то что он двухъярусный, то вот вокруг вас еще территория 6 квадратных метров должна быть свободная. Ее нету. Но ее нету, там вот проходники, вот эти, вот Шканай стоит, вот второй, это называется проходняк между ними. Они бывают по 40 сантиметров, вот там вот ютятся люди, там, 4 человека в этом пространстве живет, а еще там на бараке, представьте, этих пространств очень мало, и там, допустим, на одном бараке живет 120-140 человек, и там пространства просто очень мало, и, допустим, в туалете 6 кабинок, а на одну кабинку положено 7 человек, что по нормам этим всем. А 6 кабинок и 120 человек, там постоянно забита эта кабинка. По 20 человек на кабинку. Вот, понимаете, что там это. И умывальник, там 4 умывальника, и 2 из них не работают, этих раковины. Очереди большие. Очереди бывают иногда там по 20 минут ждешь, когда по 40 минут ждешь, когда умывальник, например, освободится или еще что-то. Там вот ни постричься, ни побриться, ничего нормально не сделать. Ни зубы почистить. А в режимных лагерях, например, подъем в 6 утра, и все должны в 6 утра уже выйти на улицу, на проверку. Представьте, какая там давка в этих умывальниках начинается, если там 140 человек на этом бараке. Всем же с утра надо в туалет сходить, помыться, побриться, зубы почистить. На режимных лагерях даже вот щетину увидят, вот за нее уже в изолятор едешь. А у некоторых она очень быстро растет, за ночь отрастает. И там как маджахет выходит, бородатый уже, и все. Прикурочка по-любому, изолятор 10 суток. Мусульмане, которые носят бороду, как они относятся к бритью бороды своей? Они не бреют, если он конкретно решил это не делать, он не бреет. Что им бывает за такое? За это тоже их наказывают и изоляторами. Иногда они сидят там по несколько месяцев, не вылазят за бороду. Я даже знаю случай, там был один мусор. Как его еще назвать-то, еще по-другому его не назвать. Он приходил в камеру, это было на СИЗО, он приходил в камеру, видит, что ты с бородой, он говорит, брей бороду, ты ему говоришь, нет, не буду, он берет зажигалку, и тебе ее поджигает. И все, вот это вот ненормальное явление, я вам скажу. И вот его любая конвенция там, или комиссия европейская, они бы его отжарили просто за то, что он запрещает бороду носить. Это мое право, носить ее или нет. А он объясняет это то, что режимный объект и прочие хрень. Ну вот. И это тоже, можно сказать, пыткой по каким-то соображениям, вообще, по религиозным, по идейным, или еще по каким-то, может, я какой-нибудь старообрядец, не хочу бороду брить, и все. Правовер какой-нибудь, христиан, батюшка. Да, даже вот по христианской вере нельзя бриться. А на Руси, кто брился, их считали гомосеками. А Петр Первый вел бритье, и все обломал. Ну вот видите, даже вот по таким, если понятиям. Борода, она не всегда у нас помогает, и бывает даже лишнее. Старит человека, и надо ухаживать за ней. И там вши могут завестись. Ребята, наверное, следующий видос. Что скажем там напоследок? Так, напоследок вам хочу пожелать, если вы оказались в тюрьме, крепитесь, стойте на своем, не отступайте никогда, добивайтесь своего. Если вы не виновны, к тому же, всяческие пытки, старайтесь перенести с честью, выдержать их и не подписать ничего лишнего. А кто не попался, желаю не попадаться, и все. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго, всех благ. Ну что, фарту масти у меня? Фарту масти, волкам попасть.